Всем привет, сори за задержку. Так. Что ж, React Native, сегодняшняя наша тема, новая, специфическая. Может, кто-то, конечно, уже знаком. Вот. Собственно, что же такое React Native? Так, давайте начнем с простого определения. Так, вниз, да. React Native — это кроссплатформенный фреймворк для разработки нативных мобильных приложений, созданный компанией Facebook. Вот. Отсюда мы сразу можем выделить несколько тезисов. Это мобильные приложения, кроссплатформенный, React и нативный. Вот. И дальше вскользь пройдемся по ним. Так. Начнем с мобильных приложений и мобильной разработки. Вот. Она в целом, конечно, имеет значительную часть своих особенностей, но отдаленно, если брать сам этап разработки, он несколько похож на разработку веб-приложений. Если говорить конкретно про этапы разработки, это, как обычно, анализ поставленной задачи, подготовка как концепт, то есть дизайн, разработка самого функционала, тестирование, отладка, реализация и дополнительно там аналитика, публикация приложения и так далее. Итак, здесь самое время сказать об главной особенности мобильной разработки. Как известно, у нас существует две с половиной основных операционных систем мобильных. Это Android, iOS и вот половинка или даже четвертинка Windows Phone. Соответственно, для каждой операционной системы используются свои языки программирования. Это Java и Kotlin для Android. Kotlin — это более новый язык, что-то вроде надстройки над Java. Аналогично для iOS это Objective-C и Swift. Отсюда вытекает следующее последствие. Поскольку у нас две самостоятельные, абсолютно разные операционные системы, для разработки даже самого простого мобильного приложения нам необходимо иметь две команды разработчиков. Почему? Потому что это будут по итогу две отдельные базы кода под Android и под iOS. Если вернуться к нашим этапам, то есть это даже больше. Сам концепт и дизайн будет отличным, потому что дизайн под Android и iOS, он всегда отличается в зависимости от специфики этих операционных систем. Понятное дело, базы кода разные, нет никакой возможности обмена между ними. Тестирование тоже необходимо проводить отдельно. Вот. И дальнейшее, то есть реализация, аналитика, это все отличается. Хотя у нас для приложения бизнес-логика всего одна. Вот. Так. Это, собственно, главные причины возникновения кросс-платформерных технологий, одной из которых является React Native. Сейчас давайте немного окунемся в историю, так сказать, и посмотрим, с чего это все начиналось. Собственно, на конец 2010-х годов можно сказать, что случился прорыв в сфере мобильной разработки.
поскольку в 2007 у нас выходит первый iPhone, в 2008 Android, вот, и, собственно, все больше людей начинает пользоваться смартфонами, мобильная разработка набирает оборотов, становится все более актуальной, но также вместе с этим и вышеперечисленные проблемы, они также становятся более актуальными. Из-за чего? Одни ребята, одни из первых, которых это достало и которые сказали, хватит это терпеть, это компания на Itobi, и они разработали Кордову. На тот момент она имела другое название, потому что потом перекупили, не суть. Это было одно из первых кроссплатформерных решений. Что это по сути? Это мобильная среда разработки приложений. Она позволяет создавать приложения для мобильных устройств с помощью хорошо знакомых нам CSS, HTML и JavaScript, вместо того, чтобы использовать конкретные платформы. Ну, то есть Java или Objective-C на тот момент под Android и iOS. Как это делается? Это обеспечивается за счет обертки нашего кода, то есть CSS, HTML и JavaScript в элемент веба, то есть в WebView. По сути, WebView — это что-то вроде встроенного браузера в телефоне. Но в результате эти приложения получаются гибридными, то есть они не нативные, потому что весь UI, он оборачивается в WebView, и это не нативные виджеты. Но это уже и не веб, потому что все-таки наше приложение имеет какую-то нативную обертку, из-за чего имеет доступ к каким-то базовому функционалу телефона. Это камера, Bluetooth и так далее. Вот. Так. Что там дальше? Да, решений на самом деле впоследствии появилось много, но мы конкретно будем говорить про React Native, собственно, к нему мы все ближе и подбираемся. Итак, React Native. Собственно, это фраза главного технического директора на момент выхода React Native, который был презентован, по-моему, в начале января 2015 года, не суть. Значит, те же самые проблемы, которые описывались, с ними столкнулись в компании Facebook. Работая над своим мобильным приложением Facebook, у них слишком разрасталась база кода, приложение становилось сложным, его было все сложнее поддерживать, над ним работали две команды, и ребята решили, что с этим нужно что-то делать. Вот. На своем внутреннем хакатоне они задумали внедрить React в мобильные приложения, что они сперва и сделали, прежде чем заанонсили эту библиотеку. Вот. И сперва, по-моему, они реализовали комментарии на Facebook. Вот. Но, собственно, слишком много воды, давайте чуть больше конкретики. Да? Значит, что же такое React Native? Давайте начнем с хорошо всем знакомой части, то есть с React. Что, по сути, такое React? Да? Это JavaScript библиотека для
построение пользовательских интерфейсов. Конечно, официальное определение, все его знают, но важно это сказать. Почему? Потому что на самом деле, да, мы чаще всего работаем с веб-приложениями, да, но по своей сути React на самом деле все равно, что мы работаем с вебом, так как этим занимается отдельная библиотека, это React DOM. Это она знает про веб, грубо говоря, она знает, как рендерить HTML-элементы и так далее. Сам по себе React в этом плане он агностик. Это просто библиотека, которая строит древо компонентов, знает, что, где, когда поменялось и что надо их обновлять. Вот. Именно поэтому у нас есть такая возможность совместить его с другой библиотекой. React Native по своей сути это тоже отдельная библиотека, которая по сути является коллекцией специальных компонентов. Но эти компоненты, они особенные в том плане, что React Native знает, как с ними обращаться, как их компилировать в нативные виджеты. То есть это, по сути, React Native похож на React DOM. Также, кроме этого, React Native позволяет использовать часть мобильного функционала, то есть камеры, большую часть, то есть да, камеры, карты, Bluetooth, но большая часть это потому, что все же некоторые решения приходится, особенно которые требуют сложного взаимодействия с нативным API, для этого требуется использовать нативные модули. То есть мы все же, большая часть нашего кода на JavaScript, но мы также рано или поздно должны подключать модули, написанные на, опять же, там, Java, Kotlin для Android и Objective-C Swift. Так, именно вот комбинация вот этих двух библиотек и, собственно, дает нам нативные приложения. Ну, подробнее, как это работает. Значит, вот простой пример компонента на React Native. Здесь сразу можно обратить внимание на знакомый JSX синтаксис, но, опять же, вот эти компоненты — это как раз-таки те самые компоненты, которые предоставляет нам React Native. Сори за тавтологию. Значит, поскольку у нас нет дома, у нас нет дивов, у нас нет никаких HTML-элементов, вместо этого аналогом, скажем, дива будет view, и чтобы одна из особенностей нативной среды, мы не можем просто так отобразить какой-либо текст, нам необходимо обернуть его в специальный компонент, который будет потом преобразован в нативные элементы. Значит, если вот сравнивать это с, скажем, с вебом, да, вот то, что я сказал, у нас есть там div, input, для Android это будет Android View, edit текст для input, iOS это UI View, вот, не суть. Значит, как, собственно, это работает? Не вся часть, не весь наш код преобразуется в нативный. Весь наш UI, который мы пишем, да, он компилируется в то время, как
в то время как наша бизнес-логика, она работает на отдельном трейде. Так. Значит, сообщает, что нам позволяет это делать. То есть, сейчас. Так, сори, затуп, нормально, я просто волнуюсь. Значит, код, бизнес-логики код, он сериализуется и передается, то есть, по сути, преобразуется в JSON и передается через бридж к нативной платформе, которая уже преобразует его в понятный для этой операционной системы код и исполняет ее в своей среде Vue, то есть наш UI, он уже он компилируется в нативные элементы. За счет этого мы можем достигнуть того экспириенса, скажем, который невозможен с использованием WebView, потому что WebView, повторюсь, да, это всего лишь веб-обертки. Так, во второй части доклада я хочу поговорить про Expo. Собственно, что это, в чем он упрощает нам работу с React Native, да, и показать, насколько, ну, то есть, как это фактически быстро, и, собственно, показать демо по React Native. Итак, на официальной документации React Native в настройке dev окружения нам предлагают два способа, как стартовать. Либо, если мы не знакомы с мобильной разработкой, то нам советуют использовать Expo CLI. Если мы уже имеем там какой-то опыт, тогда можем использовать React Native CLI, но это будет требовать дополнительных настроек. В том числе использовать Xcode или Android Studio, вот, устанавливать их, настраивать и так далее. Значит, собственно, что Expo из себя представляет? Это набор инструментов, библиотек и сервисов, которые нам упрощают начальное создание и тестирование React Native приложений. По сути, его можно разделить на две части. Это Expo CLI, собственно, инструмент для создания и разработки приложений. Он нам позволяет создавать новые проекты, запускать их в симуляторе, смотреть логи, а также опубликовывать их. Это можно делать, публикацию приложений с помощью Expo можно делать двумя способами. Либо самый быстрый способ – это загрузить его как бы на сервис Expo, и наше приложение будет доступно где угодно, на тех устройствах, где установлено Expo Go приложение. Либо же мы можем сбилдить полноценное самостоятельное, скажем так, приложение, отдельно там, естественно, для iOS и для Android, и загрузить их на
App Store или Play Market. И вот, собственно, вторая часть — это ExpoGo приложение, которое мы скачиваем там с App Store, Google Play и можем использовать во время разработки для просмотра, собственно, того приложения, которое мы делаем. И в документации нам говорят, что это занимает там пару минут. Собственно, мы можем в этом легко убедиться. Предварительно нужно установить Expo CLI, вот, и с помощью команды expo init мы можем создать новый проект, выбрать, какой это будет проект, обычный, с TypeScript или bare minimum. Он в себя не будет включать большей части тех фич, которые есть в Expo, то есть тех же нативных модулей, библиотек, которые упрощают работу с API нативных устройств. Вот. Но нам это не нужно. Мы для быстрого старта выбираем Blank. Это займет какую-то минуту. Собственно, как это работает? Наш код, который мы пишем, он на лету компилируется через сервер. Expo пушится нам на наше устройство, то есть либо наш фактический девайс или на симулятор. Вот. И этот ExpoGo приложение, оно далее выступает нечто вроде обертки над нашим приложением. Так, установилось. Здесь у меня есть два симулятора, iPhone и Google Pixel. Так, допустим, сейчас откроем само приложение. Так. Вот мы получаем такой стартовый проект. Здесь практически ничего нет. Какие-то базовые зависимости в виде React, React Native, Expo. Есть там набор небольших ассетсов, настройка. Это если мы создаем bare, как оно называется, barebone приложение, то есть без Expo, по сути, нам нужно под каждую операционку свой конфиг-файл, скажем так. С Expo нам достаточно одного app.json, где есть все необходимые настройки. Так, и вот пока что, собственно, все наше приложение. Мы можем его запустить. Sorry. К слову, есть в Chrome дополнительные расширения, которые позволяют подключить DevTools Chrome к нашей виде разработки. Я видел такое, но не пользовался. Но должна быть удобная штука. Так, приложение запустилось. Теперь мы можем с помощью простой команды запустить его на нашем эмуляторе. Вот, собственно, сначала запускается приложение Expo.
Потом ему необходимо какое-то время на то, чтобы загрузить наш JS-бандл. Ну, так как он маленький, это много времени не заняло. То же самое сделаем для Android. Так. Android чуть тупит, как всегда. Итак, и теперь мы можем попробовать что-то поменять. Типа, не знаю, hello, mobile. Вот. И сразу же видим изменения. Собственно, это, кстати, один из плюсов React Native в целом в том, что нам, в отличие от чисто нативной разработки, нам не нужно ждать, пока наш код скомпилируется. И это намного ускоряет процесс разработки. Ну, сейчас, допустим, у нас там наше приложение мизерное, вот, это бы не занимало особого времени, но если оно разрастается, то там для каких-то минимальных изменений, которые мы вносим, приходилось бы ждать там, до нескольких минут, пока приложение скомпилируется, и мы увидим то, что мы поменяли. Вот. Можем добавить, допустим, кнопку. Это, опять же, как говорилось в прошлой части, знакомый нам синтаксис JSX, но компоненты вот эти вот мы берем из React Native. View наш, который по сути div, текст, и вот тот же button, который будет по-своему себя вести на каждой из операционок. Добавим title. Есть некоторые свои особенности, вроде того, что это самозакрывающийся тег. Мы не можем оборачивать текст в button. Мы должны использовать специальные пропсы, которые есть у этого компонента. И вот, собственно, сразу видим кнопку. Причем заметно отличие кнопки на разных устройствах. При том, что я не задавал еще никаких стилей, мы видим, что кнопки автоматически преобразуются в нативные виджеты, и для iOS у них свой вид и свое поведение. Скажем, при клике мы видим такой небольшой фейд, как и у Android. У него эта кнопка более объемная, с четким бордером и другими эффектами. Вот. По сути, очень быстро можно начать что-то делать. Так, но это приложение простое. Сейчас, где? Так, давайте посмотрим на что-то более сложное. Сори. Надеюсь, ни у кого голова не начнет кружиться. Так. Дальше.
Сейчас пришлось ждать немного дольше, потому что приложение чуть побольше. Так, собственно, это пример базового приложения, которое можно сделать на React Native с помощью Expo. Это что-то вроде магазина. Так, здесь у нас есть список там, всех продуктов. Можем выбрать любой из них, добавить в корзину, скажем, добавить что-то еще. Особенность, вот, опять же, здесь возьмем, например, компонент навигации. Компонент один и тот же, но можно заметить, как бы по-разному себя ведет наше приложение, хотя код один и тот же. Как и для Android и для iOS. Так. На Android чуть подлагивает. Не знаю почему. Это на ошибку не обращайте внимания. Это один из минусов. Собственно, почему я не смог запустить в прошлый раз? Из-за того, что сам по себе React Native еще, можно сказать, в бете. У него нет стабильной версии. Сейчас 0.66. И большая часть пакетов, библиотек, которые нам приходится использовать для разработки, они постоянно обновляются. И за этими обновлениями нужно следить. Как правило, те изменения, которые делаются, они несовместимы с предыдущими версиями. И если там проходит каких-то несколько там, месяцев, полгода, то, скорее всего, будут проблемы с запуском, с работой приложения. Нужно будет искать, смотреть, что изменилось. Иногда бывает так, что допустим, если брать нативные модули, что те модули, которые мы используем, их перестают поддерживать, и со временем они просто как бы становятся несовместимыми с нашим приложением. Так, по функционалу все довольно просто. Вот мы добавляли какие-то товары сюда. Мы их можем заказать, потом увидеть в списке, увидеть наш заказ в списке заказов, увидеть дату. И также есть панель админа, скажем так. Вот здесь мы можем какие-то товары удалить. Так. Кстати, если мы удаляем здесь, ну, понятно, да, тут внешний вид другой. Можем какой-то item там добавить. Скажем, так. Ну и этот item увидеть в нашем магазине. Как это выглядит в коде?
все очень похоже на обычный React. Так, собственно, наш app. Здесь мы подгружаем шрифт. На случай, если шрифт не загружается, мы показываем загрузку. Далее у нас есть компонент навигации. В навигации мы определяем те скрины, которые есть. Ну, это, по сути, как бы роутинг. Вот. По структуре проекта тоже все очень схоже с веб-приложением. Есть скрины, аналоги со сценами. Есть компоненты общие, которые мы переиспользуем. Карточки, кнопки. Вот. Кстати, по поводу стилей, здесь одна из особенностей, например, React Native, мы можем стили указывать двумя способами, либо инлайново, то есть здесь прописывать какие-то свойства, похожие на CSS, можно заметить, но это не CSS, вот, хотя большая часть, она аналогична. Либо же, то есть либо инлайново мы указываем стили, либо с помощью style sheet объекта, который тоже нам предоставляет React Native. Это более оптимизированный способ. Из-за того, что нам наши UI-компоненты, которые мы создаем, необходимо преобразовывать в нативные виджеты, и все время, если мы указываем стили инлайново, нам надо их перегонять через бридж, что очень сильно снижает производительность нашего приложения. Вот. Поэтому это такой более оптимизированный способ. Так. Здесь в этом приложении есть Redux. Тут абсолютно никаких отличий от веб-приложения. То есть Redux абсолютно все равно, в какой среде мы работаем. Так. Ну, по сути, с демкой все. Почему не стоит использовать React Native, или скорее, почему он может... слишком поторопился. Почему нам Expo может не подойти? Expo предоставляет много нативных модулей. Так, кстати, вот к вопросу о том... секунду. Я просто чатика не вижу. К вопросу о том, как подключать сторонние модули, которые на JS написаны. Нативные модули, они, насколько я знаю, они пишутся не на JS, а на... это либо C++, либо какой-то из нативных языков. Да, вот. Мы подключаем их по сути, как обычные библиотеки. Если вот мы пользуемся Expo, и нам не нужно
нам не нужна продвинутая работа с нативным API, нам не нужно в этих модулях что-то менять, тогда мы просто подключаем эти модули как какую-то там стороннюю библиотеку и не заглядываем туда, а просто используем готовую API под нее. Один из, как бы, это взято с официальной документации Expo. Почему они иногда не советуют использовать свою утилиту? У них они предоставляют множество модулей. Если мы зайдем в их доку, посмотрим на API reference, можно увидеть, что здесь ну, достаточно много разных фич, там большая часть базовых, вроде камеры, батареи, локации и так далее. Вот. Но это не все. Да. То есть если у нас, я не могу привести пример, но если какое-то там суперспецифическое приложение с каким-то суперспецифическим функционалом, то мы не сможем использовать Expo, потому что он в этом смысле как бы нерасширяемый. Мы можем использовать только те модули, которые он предоставляет. Если мы хотим подключить какие-то другие, нам придется делать eject, и по сути это уже будет как голое React Native приложение. Так, вот, кстати, на примере возьмем камеру, нативный модуль для использования камеры. У некоторых модулей есть ограничения на то, что мы не можем их использовать, допустим, на эмуляторе. Ну, понятное дело, потому что на симуляторах нет возможности использовать камеру. Здесь в документации, если мы захотим, допустим, к нашему приложению подключить работу с камерой, то все будет достаточно просто. Мы устанавливаем сам модуль как библиотеку. Есть какие-то там базовые конфигурации, есть пример использования, который можно даже просто скопировать и вставить. Здесь, к слову, вот, мы можем определять, какой тип камеры мы хотим использовать, и от этого отталкиваться. И, собственно, методы этой API-шки для самых разных действий. Там, запросить доступ к камере, к микрофону, к чему-то еще. Вот. Так. Далее, если нам нужно максимально сжатое, максимально легковесное приложение, то Expo нам тоже не подойдет, потому что если мы билдим, то есть выбираем второй способ, скажем так, публикации приложения с помощью Expo, когда мы билдим самостоятельное приложение, минимальный его размер будет около там, 20 метров при загрузке. Это связано с тем, что все эти фичи, все модули, они идут сразу в коробке, и даже если мы их не используем, они все равно там есть и занимают довольно большой объем. Но как бы если
после того, как мы добавим, скажем, свое приложение, этот размер не сильно уже увеличится. Но для кого-то это может быть критично. Есть ограничения на поддерживаемые версии, не все версии. Android и iOS поддерживаются, это тоже может для кого-то не подходить. И вот, опять-таки, если мы хотим с помощью Expo опубликовать наше приложение, то иногда нам придется какое-то время ждать. Не знаю, с чем это связано. Видимо, у них, так как мы используем их сервисы, у них там ограниченные возможности, и когда много человек, допустим, что-то там у себя, много человек хотят опубликовать свои приложения, то мы вынуждены там ждать какое-то время, не указывают какое. Так. Еще вопросы? Да, там была часть слайдов. Это остался один слайд, последний. Часть отредактированных. Слишком много котов, возможно. Надеюсь, это не болезнь. Даже это, кстати, отличный слоган для Expo, что даже ваш код сможет научиться писать нативные приложения. Да, по сути, для всех простых приложений, вот типа какого-то онлайн-магазина, для вот тоже, например, если вы пользовались приложением «Планета кино», я как пример его рассматривал, оно сейчас не могу показать, но вот что-то типа такого, потому что оно максимально простое. Там, по-моему, из фич, которые есть, которые связаны с нативным API, это геолокация и, по-моему, встроенные покупки. Насчет встроенных покупок могут быть проблемы, потому что я видел открытые, у них на Expo есть как бы их блог с теми фичами, которые еще не реализованы, и комьюнити как бы выдвигает свои приложения и голосует за то, чтобы там что-то команда Expo побыстрее сделала. Вот. Одно из таких issue я видел по поводу встроенных покупок, вот. Но я не совсем понял, чего конкретно они касаются. Поэтому ну, тут не скажу. Вот. Но как бы я думаю, что есть там какие-то способы обхода, и приложения типа магазинов, типа там что-то там, приложений доставки, приложений, связанных там с сферой услуг и так далее. Это все можно легко реализовать.
Кроме того, если нам нужен просто какой-то прототип приложения или MVP приложения, то тоже это будет хороший выбор, потому что можно прям в супер сжатые сроки что-то сделать. Вот. Но надо будет отдельно разобрать вопрос со встроенными покупками. Вот. Там много фич, типа такой, с которыми я пока не сталкивался. Вот. Не знаю, когда столкнусь. Поэтому... Так. То функционал ограничен. Обратная совместимость с новыми версиями может и не быть. Ага. Ну, так, вроде бы ответил. Да, спасибо вам. Скромное спасибо за скромную презентацию. Спасибо. Да, собственно, мне пока добавить нечего, поэтому да, будем заканчивать трансляцию. Ну или может еще у кого-то какой-то вопрос будет. Может быть, я даже смогу ответить. Окей. Все, всем спасибо. Пока.